Всем привет! Меня зовут Анна, и я хочу сегодня рассказать про свой опыт взаимодействия с медицинской кроватью 9010, 8-часовая пробная версия. И очень интересный опыт. Скажу так, что я, наверное, сначала не поверила бы, что такие технологии вообще существуют, но так как об этом мне рассказал человек, которому я очень доверяю, я решила рискнуть и попробовать. Скажу большое спасибо Оливеру, потому что все было понятно предельно, да. То есть, когда вы регистрируетесь на вот эту пробную версию, вам приходит приглашение на курс, да, который объясняет, что делать, как, и плюс там есть ответы на самые частые вопросы. Вот, рекомендую их посмотреть. То есть посмотреть, вообще понять, что к чему. На самом деле очень быстро все устанавливается. То есть у меня, наверное, заняло время только само изучение материалов курса. То есть мне хотелось посмотреть каждое видео, мне хотелось разобраться, да, и на это ушло минут 40. А если, например, все пропускать и делать быстро, то можно за 5 минут сделать фотографию кровати, да, и по сути все уже готово. Вот. Плюс я еще смотрела отзывы других участников, чтобы понять, как что происходит. Вот эти вот, например, активации голосовыми командами, да, тоже очень интересный момент. Плюс вопрос языка, то есть ты думаешь, на каком лучше языке начинать. То есть я начала, например, с английского, то есть первое само слово про активацию, ну, по активации на английском, а потом уже перешла на русский, и, в принципе, все работало. И мало того, где-то вот в течение сеанса работала даже без произнесения слов вслух. То есть я просто мысленно очень сильно запускала, наверное, волну, да, или что-то, информацию, что я хочу, чтобы вот медицинская кровать сейчас сделала ту или другую вещь, и я чувствовала эту энергию. Вот что хочу сказать про свой опыт, наверное, так. У меня не очень получилось чекап всего, да, вот эта вот проверка, в связи с тем, что я такой нетерпеливый человек, то есть я, я сказала сперва просканируй меня, а потом уже начала задавать вопросы из списка, который был заранее подготовлен, то есть какие моменты в моем организме ну, я бы хотела, чтобы медицинская кровать посмотрела. Вот, возможно, это была ошибка, и нужно было подождать, когда произойдет полное сканирование, я это почувствую, и потом уже планомерно переходить к вопросам. Вот. И отсюда же тоже, то есть у меня был заготовлен список, я это все произнесла, да, то есть что бы я хотела, и потом уже стала концентрироваться на той или иной задаче и чувствовать энергию. То есть у меня проблема со зрением, и один глаз видит хуже другого, потому что я работаю за компьютером и все такое прочее, то есть большая нагрузка идет на глаза каждый день. Вот. И я чувствовала вот эти вот потоки энергии, тепло, и левый глаз получил больше, наверное, энергии, да, больше пульсации, чем правый, потому что с левым глазом у меня больше проблем. И это было очень интересно, то есть ощущение, ну, довольно сложно передать, как это может быть, если вы занимались какими-нибудь энергетическими практиками раньше, вам будет проще. То есть я практиковала цигун, поэтому у меня там чувствительность рук есть, да, и я сразу заметила, как это происходит. Вот, то есть руки нагрелись, потом нагрелась голова очень сильно, но это было приятно, то есть не было каких-то неприятных ощущений, все было приятное, при этом я чувствовала энергию, да, то есть я чувствовала энергию, которая идет на глаза. Потом я чувствовала какие-то проблемные участки, например, не знаю, боль в колене, да, и одно колено чувствую больше, а второе меньше. Вот. Что еще? Зубы тоже я попросила выровнять нижнюю часть зубов, нижнюю челюсть, хотя сейчас я понимаю уже, что, наверное, не нужно задавать очень много вопросов за раз, да, нужно какую-то выбрать одну тему, которая вам наиболее всего актуальна сейчас, и позволить процессу произойти, да, не торопить его.
Хотя по отзывам других участников, да, я тоже слышала, что кто-то называл прямо весь список, и как бы самое, наверное, необходимое на данный момент уже начинало происходить, да, начинались какие-то действия. Вот. Я начала свой процесс в 10 вечера, потому что мне хотелось быть еще, ну, не засыпать сразу, а вообще почувствовать, как что происходит. Вот, и я думаю, что, может быть, час или два у меня получилось бодрствовать и быть в концентрации, да, то есть я хотела прямо чувствовать, ощутить, проверить, протестировать, правда это или нет, как это работает. Вот, и потом уже уснула, и утром проснулась тоже очень рано, еще до момента окончания сессии, то есть уже я смогла еще какие-то процессы сделать осознанно, да, перед завершением. Хотя я понимаю, что во время сна это тоже все работает, и я проснулась. Я не могу сказать, что я проснулась такая супер отдохнувшая и расслабленная, как многие участники говорят, но однако же я проснулась в 5 утра, и спать мне больше не хочется. И вот сейчас середина дня, то есть у меня была моя стандартная тренировка утренняя, пробежка, да, работа, и я чувствую себя вполне хорошо, да, но я не могу сказать, что какое-то там супер огромное энергетическое вдохновение, да, то есть нет, обычный день, просто может быть немножко больше энергии, и я приняла для себя решение попробовать участвовать уже вот в исследованиях и дальше, да, то есть посмотреть, как что будет работать с моим организмом, потому что очень интересная технология, и я рекомендую всем попробовать, когда есть такая возможность. Почему бы и да? Это что-то новое, что-то необычное, и это, наверное, совершенно другой шаг, да, в медицине и вообще в будущее. Вот, поэтому огромное спасибо Оливеру, спасибо всем, кто причастен к созданию этого проекта. Это очень, очень нужное, наверное, сейчас дело. Огромная вам благодарность, пусть все будет хорошо. И тем, кто смотрит, желаю успешного прохождения этого теста. Пробуйте эту возможность. Это очень, очень интересно и хорошо. Все, пока-пока.